А вот и яйца. Ага. Несет яйца в угол. И все. Вода, смотрите, еще у курочек есть. Это сейчас я все это поменяю на чистую воду. А про подстилку, что я хотела вам сказать. Когда я привожу чистую солому, вот эту использованную, она, в принципе, сухая и хорошая, вот эта подстилка. Но вот такую подстилку я стараюсь бросить под насесты. Вот так вот. Вот под насесты. Там, где они больше сидят. И вот эта подстилка еще поработает. Она еще соберет помет. И будет потом хорошее удобрение на огороде. Вот эту подстилку. А потом уже вот так застилаю под насест. Именно вот у входа в курятник. А потом на это место я уже бросаю вот такую чистую сухую солому. То есть подстилка вот тут вот возле гнезд и возле кормушек, она работает как бы два раза. Двойное использование. Сначала она как в тамбуре, а потом идет под насесты. Вот так. Вот так вот убираю. Капусту съели полностью. А теперь уже можно и вот так вот застелить сюда чистую и сухую солому. И это ведро в углу, которое у меня привязано было с водой, чтобы они не переворачивали. Вот такое количество еще есть воды. И теперь здесь уже смело можно постелить хорошую сухую подстилку. Это я вот делаю вот здесь в промежутке между гнездом и кормушкой.
курятником пролетел коршун. Ночью мороз, поэтому воду буду оставлять опять в помещении. Вот так вот между двумя кормушками. Очень надо аккуратно, когда ставите ведро, опускать обязательно хорошо ручку металлическую, потому что был у меня такой случай, у курицы застряла вот здесь голова, она через нее просунула вот так вот голову и пила воду, а назад ручка опустилась и застряла там голова вместе с шеей. Ну, хорошо была я рядом. Поэтому это очень опасно. Контролируйте ручки на ведрах. Все. И вот так ведро зажато между двумя бункерными кормушками не опрокинется ни в коем случае. Это самое главное в помещении, чтобы не было влаги. И так как у нас ночью мороз, это ведро замерзнет с водой, если будет стоять на улице. Поэтому еще продолжаю ставить воду внутри курятника. Сегодня опять даю буряк.
Так. Всем быстренько даю, а потом дотираю весь остальной. Меня часто спрашивают, даю ли я кормовой буряк своим курочкам. Почему я даю красный буряк? Почему не даю кормовой буряк? И этот вопрос очень часто мне стали задавать. Началось все с того, что я посадила у себя на огороде специально кормовой буряк для того, чтобы кормить кур. Вырастила, он был огромный, красивый. И что бы вы думали, я его еле-еле скормила своим курочкам. Они просто его не хотели есть. Но тогда у меня были гуси, они немножко помогли. И с большим трудом я скормила кормовой буряк своим курочкам. И в тот год у меня был огромный урожай. Я много посадила красного буряка и натерла своим курочкам красный буряк. И они с таким аппетитом его начали кушать. И я вот так вот плавно перешла на красный буряк. И еще и заметила, что куры хорошо несутся от этого красного буряка. И с тех пор я перестала сажать кормовой буряк и всегда сажу побольше красного буряка. Вот уже практически все съели. Надо дотирать еще. Ну, вот такой вот у меня был опыт кормления с кормовым буряком. И вот так вот я перешла на красный буряк. Просто методом проб. Курочкам он понравился. И они хорошо несутся от него, когда кушают. И с тех пор я кормлю красным буряком. И очень важно... Чуть не забыла вам сказать, кормить красным буряком каждый день нельзя. Мои куры едят красный буряк раз в 2 недели. Можно раз в неделю, раз в 2 недели. Этого будет достаточно. Каждый день красный буряк курочкам давать не нужно. А я продолжаю тереть остальной буряк. Февраль есть февраль, берет свое. Пошел снег. Вот так вот. А я пришла за яйцами и взяла вот такую миску. Ведро не нашла. Не знаю, куда я его дела. Времени искать нету. Я очень спешу. Мне нужно уезжать. И поэтому такого еще не было. Иду за яйцами с миской. Закрываю дверь. На улице ветер. Срывается снег. И очень холодно. Так. Куры в шоке. Такой посуды они еще не видели в курятнике у себя. А нет, видели. В этой миске я, кстати, приносила им размоченные сухари. Так, кое-кто у нас здесь под гнездами ходит. Смотрите, мне не несите здесь яйца под гнездами. И открываем гнезда и быстро собираем сегодня яйца. Вот сколько яиц. Показываю все как есть. Мне написала зрительница,
что я раскладываю яйца в гнездах. Во-первых, отвечу, у меня нет на это время. Мне через час нужно уже отсюда уезжать. И, значит, она мотивирует тем, что у нее точно такие гнезда, и не может быть, что яйца вот так ровно раскладываются в яйцеприемнике. Что могу сказать на этот комментарий? Значит, у вас гнезда не такие, как у меня, у вас наклон для скатывания яйца не такой, как у меня. Здесь очень много факторов влияет на то, как лежат яйца. Ничего раскладывать я здесь не собираюсь. Тем более, как мне написали, разложила яйца, собранные за месяц, и собирает. У меня все на канале, вы видите, так, как есть вживую. Это практически онлайн-курятник. Я зашла, открыла гнезда и собираю. У меня нет времени на эти игры. И вот я даже вспомнила этот комментарий, и у меня сейчас даже не было времени порадоваться. Посмотрите, сколько яиц, какая красота, какие мои куры молодцы. Просто молодцы. Посмотрите, сколько яиц. А я начала с плохого. Ну, потому что у кого есть такие гнезда, вы сравниваете свои гнезда с моими. У меня совершенно, возможно, не такая конструкция, как у вас. И поэтому у меня яйца вот так вот разложены красиво. Да, потому что здесь очень важен наклон, расстояние, даже вот это расстояние яйцеприемника и расстояние в гнезде тоже очень важно. Это все влияет на скорость скатывания яйца и, естественно, на то, чтобы яйцо в итоге было целое, не разбитое. Это все влияет скорость движения яйца в яйцеприемник под определенным наклоном. И поэтому яйца вот так вот сами укладываются. Ничего здесь я не раскладываю и ничего здесь тем более я не трогаю. Так, собираю, потому что очень много работы еще. Так. Так, буду укладывать компактно, чтобы все поместились. Так, вижу, смотрите. Яйцо почему-то разбитое. Вот, надо аккуратненько убрать те, которые рядышком. Вот, смотрите. Ой, двухжелтковое, видите? Двухжелтковое яйцо было. Что тут произошло, мы можем только догадываться. Возможно, это яйцо было снесено без скорлупы, а может быть и скорлупа была съедена или курочкой, или же это пытался Марс достать яйцо. Тут очень много вариантов может быть. Аккуратненько. Ой, какое красивое. Так, складываю компактно, чтобы больше поместилось. Что-то не смогла я ведро найти свое. Где оно делось, я не знаю. Ой, какое красивое. Красивое какое. Так, а это будет яйцо очень грязное. Кстати, обратите внимание на новый линолеум, как он себя ведет. Ровненько, все идеально, все классно. Я очень довольна, что я очень вовремя поменяла линолеум. Так. Ой. По кружочку, по кружочку.
Выкладываем. У меня практически курятник онлайн. Включила камеру и захожу. Включила камеру и показываю. Все как есть. Для того, чтобы кто держит кур и у него не несутся яйца, чтобы они занеслись и чтобы люди собирали столько же яиц, сколько собираю я. И для того, чтобы те, кто хочет завести кур, посмотрели, как это будет. Как это реально все будет. Без прикрас, без никаких раскладываний дополнительных, как мне пишут. Вот. Поэтому, если хотите увидеть, как у вас будет все в курятнике, если вы заведете кур, вот, пожалуйста, все вам показываю. Все как есть. Ну и это яйцо, которое запачкалось, мы тоже заберем. А гнезда обязательно сейчас помою. Потому что... Так, это грязное яйцо аккуратно ложу на грязное. Вот смотрите, видите? Аккуратненько, чтобы они мне потом лотки не запачкали. И вот это яйцо нужно срочно сейчас убрать, потому что курочки несутся. Да, молодец, моя красивая наседка. У нее были такие красивые цыплята. Она мне высиживала цыплят не один раз. Несколько лет подряд высиживала. И вот она сейчас несет яйцо. Ее яйцо скатится и может в эту мокрую лужу покатиться. Видите, где она? Ой, там яйцо есть, смотрите. Вам видно? Смотрите. Горячее. Это ее яйцо. Горячее просто. Класс. Вот это яйцо снесла. Вот это курочка. Вот ее яичко. Молодец. Горячее. Ну и все. Убираю. Да, двухжелтковая жалко. Убираю в гнездах и пойдем смотреть яйца у молодок. Все вот так вот с помощью одной салфетки я вытираю гнезда, если не было много разбитых яиц. Но разбитое яйцо это бывает очень редко. И то, когда это, скорее всего, или кот залез в гнездо, или же могла курица лапой раздавить. Все. А мы идем к молоткам и посмотрим, сколько они нам снесли яиц.
очень неудобно с миской ходить собирать яйца. Вот так. У молодок все отлично. Воду я им уже поставила чистую. И тут поставила, все застелила. Так. Ого, какое тяжелое. Начнем сверху смотреть. Так, сверху мы видим у нас 4 яйца. Ой. Так. Крупные такие, хорошие. Это у нас остается искусственное яйцо, резиновое. Пусть остается. Заглянем в верхние гнезда. Ничего у нас тут пока что нету. Так. И смотрим, что у нас в первом гнезде. Ой, тут много яиц. Класс. Здесь резинового яйца нет. Это все яйца кур-молодок. 2, 4, 6, 8. Ого! 8 яиц было в первом гнезде. Во втором гнезде что у нас здесь? Смотрим. Во втором гнезде 3 яйца. И 4-е это резиновое. Так, здесь 3 яйца. Так. Смотрим в следующем гнезде. Так, здесь у нас 1 яйцо. Прекрасно. А здесь у нас гнездо без соломы уже. Просто со скатом яиц. И сейчас мы посмотрим, что там у нас. Так. Так. А тут у нас... О, смотрите. А тут у нас 1 яйцо. И, кстати, вот то, что мне многие пишут. Положите солому в гнезда. Положите солому в яйцеприемники, многие советуют. Вот смотрите, если будет лежать солома в яйцеприемнике, как вы думаете, яйцо скатится? Яйцо станет и будет стоять. И это прямая добыча для кота. Кот залезет в гнездо и спокойно лапой оттуда достанет его. А если бы не было соломы, вот так вот здесь, яйцо бы скатилось вот так и лежало бы гораздо дальше от лапы кота. И, естественно, оно бы было в целости и сохранности. Поэтому я и говорю, что соломы ни в коем случае в яйцеприемниках не должно быть. Но это уже когда вы приучите своих кур нестись в эти гнезда. Пока что у меня солома лежит, потому что я приучаю кур нестись в эти гнезда. И вот наступит тот день, когда я уберу полностью эту всю солому, и куры будут все нестись со скатом яйца в яйцеприемник. И как я обещала, каждый свой приезд я буду убирать из одного гнезда солому. Вот то, что мы сейчас с вами и сделаем. С этого гнезда мы тоже уберем солому, чтобы курочки начинали уже нестись в гнездо. Полностью я убирать не буду, я приучаю. А когда я полностью приучу своих кур нестись в эти гнезда, ни одной соломинки в гнездах не должно быть. Вот это все будет вычищено. Так, ну и все. Здесь мы смотрим, ничего у нас нет. И вот тут вот, чтобы яйцо скатилось у нас в следующий раз, я вот так вот
уберу эту солому, потому что иначе у нас яйцо не скатится. И вот в следующий раз я вам покажу, как здесь будет происходить дальнейшее скатывание яйца. Все, вот так я убираю. И теперь курица, которая неслась у нас вот в такое приучаемое гнездо, она зайдет сюда и снесется. И яйцо скатится в яйцеприемник. Так, и теперь как-то нам с этой миской надо пройти к шелковым и к маранам. Да, в миске очень неудобно собирать яйца. Ой, чуть не забыла. Надо же еще забрать вот эти два зеленых. Смотрите, как ровненько сложила, положила здесь их. Вот хитрая. Ну, вот такие красивые яйца. Скорлупа этих яиц внутри тоже такого цвета. Не белая, а вот такая вот и внутри она. Красота. Это кошмар. Прусь с яйцами к маранам. Я еще сама не видела, что там, потому что приходила посмотреть, а там сидела шелковая. Так, смотрите. 2 яйца марана и 4 шелковых курочек. Как только будет первая квочка, сразу начинаю собирать яйца марана и буду сразу подкладывать под квочку. И очень мне понравились шелковые курочки. И шелковых тоже хочу себе вывести еще. Так. Ну вот и все. Вот результат. Вот столько яиц у меня. Это за 3 дня. Молодцы, курочки. Умницы. Все прибежали. Я сейчас им буду давать что-то вкусное за это. Не только буряк сегодня будет, а сегодня будет еще и... Сейчас увидите, что. Ну, а теперь вкуснятина. Это вознаграждение за то, что хорошо снеслись. Это хлеб, это сухари, размоченные в холодной воде. Вот, смотрите, видите? Это в холодной воде размоченные сухари. Это лакомство за то, что хорошо снеслись. Не пугайтесь, это не все этим курочкам, это для всех кур. Так, и теперь эта мисочка пригодилась не только для яиц. Так.
И молотки хотят. Так, ну и теперь мой любимый способ, как зайти в курятник, чтобы никто не выбежал. Показываю. Берете сухарик и бросаете. Все побежали, и теперь можно спокойно заходить. Смотрите, что у меня есть, а? Все. И теперь даем. Не жадничайте, давайте. И маранам, и шелковым тоже хочется. О. Ну, давайте, все быстренько. Все кушать, бегом, бегом, бегом.